化，饥饿蔓延，疫情肆虐，国际社会面临无数的风险和挑战。我们只有手腕相对，携手应对，才能共。 14 июня 2025 года. Вот снова горит костер. Продолжает, в общем, гореть тот же. Денек вроде получше, чем вчера. Но у меня, конечно, неприятность возникла. Вчера обнаружил вечером, что мне в живот впился клещ. Ну, кое-как вытащил, йодом смазал место. Но неприятно, конечно, очень. Облака. Вот эту я восстановил конструкцию, которую делал тут в 23-м году. Из ножки от миномета и ведра. Вчера дождь был. Мы прятались под тентом, под вот этим. Ели там картошку вареную. Ох, надо ж, вот выдирается. Вот как ветер. Надо пройти тут, укрепиться. Ой, чтобы не так его ветром колбасило. Сделал вот сейчас сушилку. Что вот мы как приехали, спальники-то еще ни разу не сушили, а надо сушить. Опять заряжается фонарь Powerbank. Ну и вот палатка. Там вот лодка лежит. Тоже колбасила ее не слабо. И вода. Дождь был. Вот. Ну а так вроде солнышко выходит. А с клещом, конечно, неприятная история. Что ж поделаешь. Ага, вот здесь вот какие-то есть палки для костра. Они очень будут полезны. Потом порубим. Вот здесь засранцы. Питьевой воды. Вон сколько. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, что ли. Но вот зачем, когда рядом озеро? Вот эти вот люди, вот прям не хочется даже об этом говорить, тащат с собой всякие туалеты пластмассовые, воду. Такие любители комфорта. Пьют беспробудно. Ой, и гадят, гадят. Я столько здесь убирался. Столько пластмассы пожег, бутылок всяких. Вот еще вот это вот на очереди. Картон. Ну это ладно, это так все. Экология. Вот усиленный рифтамид.
Тоже на рынок зашел. Сколько рифтомит стоит? 350 рублей. Ну, я такой, ну, давайте. Потом дальше прихожу, спрашиваю, сколько стоит? 250. А там у входа вот наценка на 100 рублей. Ну, да. Люди у нас. Ну, конечно, каждый хочет жить хорошо. Вкусно есть, сладко спать, одеваться хорошо, машины там покупать, квартиры. Там приходится обманывать, грабить своих же сограждан. А иначе как? Ну что поделаешь, не будем об этом. Так понятно, все. Зато вон красота. Верши вчера проверяли, ничего нет. И в одной хлеб съели, а в другой нет. И вот той, который съели, у меня подозрение, что там прореха. Надо будет сегодня вытащить, посмотреть, что там с ней делается. И одна вот здесь поблизости стоит. Раньше тут мне попадались очень вкусные лещи. Да чего же они вкусные. С гречкой по древнерусскому обычаю готовил блюдо, которое еще князья там ели в незапамятные времена. Но пока лещей нет никаких. Будем готовить что-то другое. Яйца, вот, например, сейчас варить предполагается. Так что жизнь идет. Драгоценные дни отдыха происходят, которые ждешь целый год, а потом они пролетают как миг, как единый миг. И ждешь еще год. И так вот жизнь идет постепенно, заканчивается. А что поделаешь? Ничего. Вот заряжается. Пускай еще буду сейчас батарейки для радио заряжать. Это хорошая панель, мне понравилась. Мощная она такая. На 60 ватт. У нее подставки есть собственные. Ставишь ее на солнце, ориентируешь. Там вот оно. Вот оно там сверкает. И электричество идет. А там на том берегу незабудки цветут. Ну так вот, а на том берегу смотрел я вот с этого поста наблюдательного. Тут пенек и тренога. Сюда ставлю трубу 20-кратную Nikon. И вот туда вот смотрю, на тот берег. 3 или 4 километра, сколько там далеко. Вот. И обнаружил, там тоже солнечная батарея большая стоит на берегу. Еще гораздо больше моей, наверное, которая 200-ваттная, что-то такое. Люди серьезные там, любители электричества, такую установили панель. Все, прогресс. А в свое время, в 90-е годы, никаких панелей не было. Мы ездили сюда. Даже когда уже были телефоны, особо не назвонишься, так как заряжать их было негде и не от чего. Ну вот китайские люди сделали нам солнечные батареи, и мы теперь обеспечены электричеством. Можем телефоном пользоваться, фонарем, радио, где угодно. Вот так готовится суп. Тут капуста, лук и морковь. А потом я еще добавлю туда картошки. И это будет овощной суп. Типа щи.
Сейчас мы позавтракали, поели яйца. Вот изобретено новое блюдо. Это сухари с сладким соусом клубничным. Очень вкусное. Это как вот сушки с сыром плавленым, так и сухари со сладким соусом. Сладким джемом, вот как. А тут вот сушится все и заряжается. Вкладыши всякие. Тут заряжаются фонари. Семейка Сафирн. Сохнут спальники, потому что 2 дня не сушили. Были дожди. Здесь заряжаются батарейки для радио. А здесь заряжается фонарь, павербанк. О, лодка-то раздулась. Хочет уже, наверное, плыть. Но пока нельзя, ветер еще довольно сильный. Ну и нельзя уплывать, поскольку может в любой момент пойти дождь. Штаны сохнут. Все сохнет. C'est tout ce qu'on a pris aujourd'hui. Passons maintenant à la rubrique A, B, C de la culture chinoise. Voilà, aujourd'hui il sera question de couleur. On sait que le rouge est une couleur très Китайцы на appréciée par les французском Chinois, языке parce qu'il передают incarne le что-то. bonheur, la joie. Lors des fêtes, on Морковка. accroche partout des lanternes rouges en fait au И вот тут такие цветочки. Такие. Там малина или ежевика даже скорее. Ландыши. А интересно, они уже цвели или еще нет? Что-то тут ни цветоносов, ничего не видно у ландышей. И там вот такой вот лес. Вот такой вот ветер. Бушует все. Очень сильный ветер. Так, похоже, еще и дождь начинается. Надо убирать солнечные батареи.
начинается дождь. Вот такая вот туча. Огромная. И сильный ветер. А вот там вот чистое небо. Да, страшная туча. Но она сейчас пройдет и, наверное, успокоится уже все. Можно будет сплавать, проверить вершу. А пока надо идти перекусить. Скользкие тут мостки. Здесь какая-то нора с несколькими выходами. Какой-то тут зверь живет. Вот подготовил я спиннинги. Но вот там суп разогревается. Сейчас мы будем его есть.